СССР – империя зла, кино или политика и почему народ за таких голосует. Приветствую вас, мои будущие историки, с вами канал Moments of History, Роман Кляузов, все как обычно здесь для вас. И сегодня мы с вами разберемся с главным противником Советского Союза, с человеком, который сначала был актером, а затем стал президентом Соединенных Штатов Америки. Конечно, нельзя о нем говорить без его карьеры, без того, что он делал до. И вообще, в принципе, человек, который был актером, а стал президентом, это такой необычный феномен, хотя сейчас уже, наверное, никого ничем не удивишь. Но мы на нашем канале пытаемся не то чтобы удивлять вас, но, по крайней мере, радовать интересными, всякими сюжетами, контентом, и поэтому, конечно, мы очень ждем вашу подписку, ваши комментарии. Как вам наш сегодняшний персонаж ролика? Да, кстати, ролик-то про Рональда Рейгана, 40-го президента Соединенных Штатов. Вот, не будем долго затягивать. Поехали. Рональд Рейган родился, логично, в Соединенных Штатах в 1911 году, и его семья очень часто переезжала. Закончив эти переезды, его отец открыл обувной магазин, обувную мастерскую, и, в общем, сначала все было более-менее, неплохо. Рейган в школе был популярен, занимался спортом, возглавлял там актив школы, но это было не сразу, потому что со школой связано очень много проблем, у него очень много будет проблем изначально. С чего начнем? Например, зрение. Когда Рональд в 7 лет поступил в школу, выяснилось, что у него, в общем-то, близорукость. И, ему выписали с такими большими линзами очки, а он очень спорт любил, ему очень хотелось. Все над ним ржали, естественно, смеялись, очкарик, там вот это все. И когда он закончил школу, он принял решение не использовать очки. То есть человек с близорукостью, причем большой, просто от них отказался. И, кстати говоря, когда появились первые контактные линзы, он первым побежал и купил себе линзы. Кроме этого, в школе он сам считал, что его знания, на троечку. Он такой, вроде, не особо его интересует учеба, и при этом он обладал феноменальной памятью, он мог запомнить дословно, просто предложение вам сказал ли, и он его, повторил. Дальше, к старшим классам, он еще начал качаться, в общем, ходить в качалочку, и все такие: ничего себе, какой интересный молодой человек получается, да. И, к концу школы, которую он закончил в 1928 году, он будет, в общем, кумиром просто практически, не кумиром, ладно, идолом школы, и всем он будет очень нравиться. Вот это его желание быть крутым и качаться. Вообще он, в принципе, спортом занимался всю свою жизнь до самой старости. Он в 15 лет, чтобы вы понимали, подрабатывал спасателем. И там почти 100 человек он из воды спас. И деньги, которые ему платили, а это было, совсем немножко, он откладывал на учебу в колледже. А потом он получил, спортивную стипендию за свои спортивные достижения. И поступил в колледж. Колледж Юрика. Колледж Юрика, прикольное название. Да, он там, поступил на факультет экономики, и он будет потом гордиться, что я президент, который, с экономическим образованием. Себе на жизнь, на учебу Рональд Рейган зарабатывал самостоятельно. При этом ему хватало денег, чтобы еще и помогать родителям, а у родителей были проблемы. Почему? В 1929 году в Соединенных Штатах произошла Великая депрессия. Кризис, который накрыл весь мир, и родители, проблемы. И Рейган всячески родителей поддерживал, помогал им, своими финансами. А потом в университете он заинтересовался театром. И учеба, до свидания. И Рейган потом говорил, что, мне, преподаватели закрывали глаза и ставили хорошие оценки, потому что они понимали, что мне, в принципе, ничего не интересно. И, ты так неплохой, в общем-то, парень, играй в театре и играй, в общем. Стипендию получил, поступил, работаешь, работай. И никто его особо, в общем, не напрягал. В 1932 году Рейган устраивается
комментатором и, в общем, начинает комментировать матчи. Его замечают, его повышают. Он, значит, вот становится очень известным комментатором. Людям он очень нравится, и все отмечают его такой голос приятный, его импровизации, что он не теряется, что он постоянно, в общем, это все классно делает. Супер, круто, класс, отлично. Дальше он идет в кинокарьеру. В 1937 году состоялся его кинодебют. В его карьере более 70 киноработ. Именно с своей, кстати, первой женой, да, он познакомился именно на съемках. И вообще, как бы кино первое время будет прям успешным. Он будет играть успешные роли, которые американцам будут очень нравиться. При этом, значит, со своей женой он познакомился в 1940 году. Они как бы поженились, у них будет ребенок, потом они еще ребенка усыновят, но брак продлится не очень долго. Рейган будет, значит, работать в киноакадемии, а жена его получит Оскар. А он Оскар не получит, а жена после Оскара с ним разведется. И типа, не знаю, связано это или нет, но, в общем, получил Оскар и пока. Вот. Рейган как бы остался неудел. Кстати говоря, с этим связан интересный факт. Мы еще вернемся к Дональду Трампу в будущем в этом ролике. Вот, но заметьте, у них есть связь определенная. Так вот, Рейган стал первым президентом США, который до избрания на пост был разведен. Вторым станет Дональд Трамп. В 1949 году Нэнси Дэвис обращается в киноакадемию и говорит: слушайте, вы меня в черный список внесли киноакадемии за сочувствие, значит, коммунистам, а я не та Нэнси Дэвис, можете меня из списка убрать? Вот. И в этот момент она, значит, встречается с Рональдом Рейганом. И вот здесь уже Рейгану, ну, скажем так, повезло, что ли. Вот. В общем, с Нэнси Дэвис в итоге брак у них будет успешным до самых его последних дней, и они будут друг о друге всегда очень тепло отзываться и будут безумно друг друга любить, поддерживать. И когда у Рейгана будет обнаружен Альцгеймер, он скажет, что единственное, что я хочу, это чтобы у моей жены не было ничего подобного. Кинокарьера Рейгана в 50-е идет на спад. У него появляется свое представление театральное, с которым он ездит по стране. И вот здесь он приобретает успех. И все начинают его узнавать, и он становится очень популярным, после чего его взгляды на жизнь, в том числе и его взгляды на политику, меняются. И если изначально его взгляды были либеральными, то они становятся консервативными. В итоге Рейган приобретает популярность благодаря своим речам в поддержку, значит, демократов, и в итоге, баллотируясь, он становится губернатором Калифорнии. Знаете, кто еще был губернатором Калифорнии совсем недавно? Напишите в комментариях. Его деятельность в Калифорнии, в общем-то, всем понравилась, и он такой, типа, пойду-ка я в президенты. Но его первые попытки будут неудачными, партия такая: нет, мы не хотим тебя пускать. Ты вообще кто? Ты актер, ты, типа, куда собрался? Вот, а в итоге потом все-таки такие: ладно, мы тебя допускаем на выборы, он идет на выборы и побеждает. Опять же, ну, как, типа, Трамп. Тот же самый, да, его республиканцы никуда не хотели пускать, потому что он странный такой, типа, вообще ты миллиардер, ты что забыл тут в политике? Потом его пустили, и он победил. Вот, не то чтобы я сравниваю их прям совсем, но что-то похожее все-таки тут есть. В 1981 году он, значит, вступает в должность, у него инаугурация, и он заявляет, что проблема на самом деле не у правительства, а само правительство – это проблема. И правительство должно делать все для того, чтобы Америка стала лучше. Была снова великой, скажем так. И в том же 1981 году, выходя из отеля, в Рейгана стреляли, совершили покушение. Служба безопасности его быстро затолкала в машину, в лимузин, но оказалось, что он все-таки был ранен, и пришлось, значит, врачам вмешиваться, чтобы спасти его жизнь. Но покушение, как бы, в итоге, понимаете, да, было неуспешным, потому что он продолжил свою политическую карьеру.
Во внутренней политике Рейган продвигал активно идею того, что надо сокращать налоги, надо улучшать все, сокращать социальные программы, но поддерживать бизнес. Каждый год он понижал налоги, налоговые льготы вводил на инвестиции, высокие технологии, что позволило очень быстро вкачать эти технологии, значит, в жизнь Соединенных Штатов и обогнать там Японию, например, да, то есть технологии в Америке пошли очень быстрыми темпами, но мы сейчас видим, как бы все передовое идет по большей части из Америки. Вот. И сокращение этих социальных программ за счет того, что экономика росла и меньше государства в рыночную экономику внедрялось, народ, в общем, оценил. Во внешней политике самое главное, что в первую очередь занимало Рейгана, это холодная война с Советским Союзом. Он с своей легкой руки объявляет Советский Союз империей зла, но он же типа киноактер, и он такой типа империя зла. Да, все против Советского Союза, Советский Союз плохой, и все такие, ну да, империя зла. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding. Это первый срок, и всячески Рейган боролся с Советским Союзом. Потом пришел Горбачев, начал перестройку. Рейган такой, вот этот парень мне нравится, он классный. Вот, и начинает, значит, он с Горбачевым встречаться, обсуждать, все там, значит, договариваться, в общем, все круто. А потом, значит, почему у него получилось так долго? Ну, второй срок его переизбрали, он выбрался, и американцам он нравился, но второй срок был омрачен у него скандалами всякими, в общем, типа не очень американцам зашел, но Рейган, как бы, все равно в жизни американцев остается одним из любимых президентов, который смог кинокарьеру превратить в политическую карьеру. И, значит, после окончания своего срока он возвращается к себе домой. В 1989 году Рейган покидает Белый дом, возвращается к себе, живет спокойно, пока у него не обнаруживают Альцгеймер, он пишет об этом письмо, и дальше уже доживает свою жизнь. В 2004 году в возрасте 93 лет Рейган уже умирает у себя дома. И, в общем, он написал несколько дневников, которые были там недавно буквально опубликованы, по-моему, в 2012 году. И там он излагал все свои мысли о тех ситуациях, которые с ним происходили. И, в общем, это было признано сразу классикой, бестселлером, условно говоря, в литературе. Рональд Рейган – пример человека, который смог начать с кино, а закончить президентством. Пример человека, который проводил политику, которую признало американское общество и которое было благодарно президенту за борьбу с Советским Союзом, за улучшение экономической ситуации в стране, за высокие технологии, которые есть. И, в принципе, Рейган до сих пор, в топе президентов Соединенных Штатов. Вот. При этом он один из самых старых. Кстати говоря, его рекорд старости на момент президентства побило 2 человека. Первый – это Трамп, а второй – это Байден, который еще старее. То есть, когда Рейган становился президентом, ему было 69, там с небольшим почти 70, а вот Байдену 78 было. Но, тем не менее, он 2 срока спокойно пропрезидентствовал, подарил своей стране много позитива, и закончить очень хочу его цитатой. Люди, имеющие свободу выбора, всегда выбирают мир. И мы вам тоже советуем, пользуясь своей свободой выбора, подписаться на наш канал, на наши социальные сети, поставить лайк. Это же свобода выбора, потому что ролики исторические, про разных персонажей, это классно. И эта ваша свобода выбора очень нам поможет. И вообще, учите историю. Всем пока.